Всем привет, друзья! Сегодня покажем, как мы переносим изображение на пряник при помощи пищевого принтера Unique 5. Покажем, какие мы выполняем настройки цветов и качество печати перед запуском работы. И поделимся своим опытом работы с принтером, который у нас уже почти 5 лет. Для начала выпечем заготовки. Рецепт пряничного теста уже есть у нас на канале, ссылка будет в описании под данным видео. Раскатываем до толщины 5-7 мм. Если у вас нет готовых формочек, можно распечатать картинку и вырезать ее по контуру ножом. У нас к данным картинкам уже есть готовые формочки. Ссылку, где мы делаем такие формы, также дадим в описании под видео. Вырезали все необходимые фигурки, уложили их уже на противень с расстоянием друг от друга и будем выпекать в заранее разогретой духовке до 180 градусов в течение 12-13 минут. Можно выпекать и на других силиконовых ковриках, и на пергаменте, но именно на коврике с перфорацией пряники получаются самыми ровными. Фигурки высотой 12 см выпекали 13 минут. Пока пряники еще горячие и мягкие, немного придавливаем лопаткой, чтобы выпуклая поверхность стала более плоской. Так при заливке пряник будет ровно лежать на поверхности и не будет наклоняться на одну из сторон, что важно для того, чтобы глазурь не стекала. Оставляем их на столе до полного остывания, а за это время нужно будет подготовить айсинг. Подробное видео по приготовлению также есть у нас на канале, ссылку оставим в описании под данным роликом. Мы подготовили айсинг разной текучести. Более плотным делаем обводку, а после чего заливаем более текучим. Сушим мы всегда в сушилках для овощей, у нас это фирма Ветерок. Пользуемся мы уже почти 5 лет. В них очень удобно сушить большое количество пряников, а также можно использовать духовку с приоткрытой дверкой на режиме конвекции при температуре не выше 50 градусов. Сушим минимум 30-40 минут до хорошей корочки. Внутри глазурь еще будет влажная, но в принципе уже можно приступать к печати. Но идеальнее всего подсушить пряники, чтобы образовалась глянцевая корочка, и оставить потом досушиваться при комнатной температуре примерно на 5-8 часов. Но в принципе и спустя 40 минут сушки уже можно работать. Подсушивать в духовке или сушилке обязательно, так как именно при сушке таким образом образуется глянцевая корочка. Если сушить пряники изначально просто при комнатной температуре на столе, они будут более матовыми и изображение получится не таким ярким. Для того, чтобы распечатать качественную картинку, нужно работать через Photoshop или ColorDraw. Word и другие простые программы урезают качество печати. Картинку ищем через Google или покупаем у мастеров, необходимые нам в хорошем качестве. Мы сейчас работаем в Photoshop, нужные изображения уже сохранены на компьютере, принтер у нас А4 и в Photoshop нужно создать файл также формата А4, а это размер 20 на 30 сантиметров. Разрешение 100. Нажимаем кнопку ОК, и перед нами появляется белый лист, на котором мы будем располагать нужную нам картинку. Папка, где расположено нужное изображение, уже открыта, и теперь мы его просто перетягиваем на лист в Photoshop. Изображение нужно уменьшить до нужного размера. Готовый залитый пряник мы измерили линейкой, он у нас 12 см, и поэтому картинку нужно распечатать нам тоже высотой 12 см. Сверху и по бокам есть линейка, с помощью которой будет удобно обозначить размер изображения на листе. Левой кнопкой мыши зажимаем линейкой и тянем ее вниз до отметки 12. Появляется голубая линия. И теперь до этой линии нужно растянуть или уменьшить нашу картинку. Нажимаем на штрих-пунктирный прямоугольник и затем правой кнопкой мыши нажимаем на картинку. Свободное трансформирование. И теперь мы растягиваем изображение до нужного размера. Если вдруг в вашей версии Photoshop рисунок начинает деформироваться на данном этапе, тогда, выполняя данные действия, необходимо зажать на клавиатуре Shift и только тогда начинать растягивать. Для того, чтобы выполнить изображение на прянике, его изначально нужно напечатать на обычном листе А4. Чтобы бумага не съезжала, ее нужно приклеить к столику с двух сторон. Это удобнее всего делать бумажным скотчем. Подкручиваем колесо, регулирующее высоту расположения столика к печатающей головке поближе, и откатываем столик в нужное положение для начала печати. И теперь нужно будет запустить печать. Но для начала покажем вам параметры принтера, с которыми мы работаем. Мы долго экспериментировали и уже не один год работаем именно с такими настройками. Нажимаем файл «Печать», выбираем принтер, который будет печатать, нажимаем «Параметры печати». И тут нужно выбрать следующие настройки. Стандартная печать, тип носителя
производителя Glossy Photo Paper. Качество печати оставляем стандарт, после чего переходим в вкладку «Главное». Тут также качество печати стандарт. Цвет устанавливаем вручную, и тут нужно выставить значение для каждого цвета. Голубой -30, малиновый 10, желтый 0, и затем интенсивность и контрастность поставить на 20. Чтобы данные настройки сохранились, нужно установить галочку «Всегда печатать с текущими параметрами». Вот таким образом распечатали изображение на бумаге. Интенсивность цвета на бумаге будет не такой яркой, как будет в будущем на прянике. Теперь, чтобы разместить пряник строго в нужное место для печати, мы берем формочку, которой вырезали пряничное тесто. Переворачиваем ее и по рамке обводим. Таким образом мы четко видим, куда укладывать пряник, чтобы картинка была по центру и не съехала. Теперь устанавливаем высоту стола. Чем ближе стол к печатающей головке, тем картинка будет получаться ярче и четче. Расстояние от головки у нас около 2 мм, но если сильно приблизить, головка будет размазывать краски по прянику. Поэтому следите за этим. Пускаем на печать. Наш рисунок распечатался, и сейчас произошел глюк в принтере, и темная краска почему-то плохо пропечатала рога. Такое бывает редко, и именно при съемке видео это произошло. Так что хорошая возможность вам показать, что и такое в этих принтерах тоже бывает. Мы возьмем другой пряник и распечатаем под него иное изображение. Также сразу на бумаге, а потом на самом прянике. Большие пряники печатать удобно, а вот если нужно нанести картинку на маленькие пряники, например, как на адвент-календарь, их нужно дополнительно закрепить снизу чем-то, либо уложить очень плотно друг к другу, так как при печати легких элементов за счет достаточно неплавных движений их столика, такие пряники могут съезжать с места печати, и картинка наносится уже не в том месте, где она должна была быть. Рисунок распечатался хорошо, видимо в трубке, где находится краска, был маленький пузырек воздуха, и из-за этого краска в тот момент не поступила. Пока картинка мокрая, она яркая, но по мере подсыхания немного побледнеет. Вот так выглядит рисунок, который уже подсох, краска немного впиталась, испарилась и уже не блестит. Сейчас нужно дать картинке высохнуть. Можно оставить на столе, но мы немного подсушиваем в сушилках примерно 10 минут, а затем оставляем минимум на 10 часов до полного высыхания. Если вам кажется, что картинка уже высохла и вы начнете запаковывать по пакетикам, то спустя буквально минут 15 картинка начнет прилипать к пакету и весь рисунок поплывет. Поэтому обязательно нужно дать подсохнуть еще около 10 часов, тем более если внутри глазурь еще не до конца высохла. Мы обычно закрываем крышкой и оставляем так на ночь. Либо перекладываем в какие-то контейнеры, но главное, чтобы к картинке ничего не прикасалось. Можно, конечно, оставить пряники и просто на столе, но за счет того, что сейчас влажность низкая, влага из самого пряника быстро улетучивается, и он станет уже не таким мягким, поэтому лучше оставлять в контейнерах. Как правило, пряники с такими картинками мы делаем в течение 3 дней. В первый день выпекаем и заливаем, во второй день печатаем и на третий день упаковываем. С данным принтером мы активно работаем уже почти 5 лет. За это время мы меняли 1 раз картридж и 5 раз докупали чернила. Не забывайте смотреть на сроки годности краски, и даже если у вас еще много осталось чернил в системе, но срок годности истек, их нужно выкачивать и менять на новые. Кстати, чернила нужно использовать также данного производителя, так как мы 1 раз попробовали купить другого производителя и качество печати сильно снизилось, так что не экспериментируйте с этим. Мы очень довольны нашим помощником, прошли с ним много крупных праздников. Это вложение, которое быстро окупается. А если вдруг с принтером возникают какие-то ошибки, а такое тоже бывало поначалу, продавец всегда на связи и помогает решить проблему. Ссылку на производителя оставим в описании. Наше видео подошло к концу. С вами была
была студия «Кондитерская сестры». Не забывайте поставить нам лайк и подписаться на канал. А также напоминаем о нашем инстаграм-канале, где мы сейчас делимся нашими работами новогодних пряников. Так что и там будем очень рады вас видеть. Ссылочка будет в описании под видео, а также она сейчас видна в правом углу данного ролика. До новых встреч в новых видео!